Добрый день. Представляем вашему вниманию Татьяну Мадисон. Она занимается домашними родами, рождением детей на своей земле, в доме своем, где можно создать такие условия, где будут дети рождаться более гармонично и с такими способностями, как этого хотел наш Творец-Создатель. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к домашним родам, что тебя натолкнуло на рождение детей в своем пространстве? Доброго дня всем. Да, спасибо, Слава, за представление. Я только хочу уточнить. Я не занимаюсь непосредственно домашними родами. Я делюсь своим опытом. Это не является моей основной деятельностью, тема домашних родов. Я общественный деятель, глава общественной организации «Кедры Украины», которая занимается несколькими направлениями в социальной сфере, в том числе восстановление духовного и физического здоровья граждан, общества. Вот. И тема домашних родов, она лично у меня больше связана не с тем, чтобы именно научить дома, дома рожать, да, передать этот опыт, а тому, чтобы передать женщинам знания, опыт, такой большой коллективный опыт, не только мой, а и женщин, пар, которые принимали участие, приезжали к нам на обучение в поселение по передаче опыта домашних родов для того, чтобы женщины могли готовиться к мягким природным родам в любых условиях, где бы они ни захотели, не выбрали потом. Это не обязательно могут быть дома, да, роды. Это могут быть и роды в роддоме, и в дороге, и там они могут, да, случиться где угодно, где выберет малыш для себя, да, это может быть и в самолете, и в поезде. То есть, чтобы она, особенно в условиях современных реалиях нашей Украины, даже в бомбоубежищах рожают женщины, да, и моя задача в данном ключе научить входить в этот поток родовой расслабленно, мягко, спокойно, в любых обстоятельствах, где бы ты ни оказалась. Уметь заново возродить умение рожать. Рожать спокойно, мягко, в состоянии, вот мне очень нравится это состояние, которое я часто рассказываю на своих курсах, состояние священной коровы, как у индусов, когда они с большим почтением относятся к этим животным, когда женщина вот в таком состоянии священной коровы, она спокойна, она неприкосновенна, она в состоянии вот святой Девы Марии, да, когда отношение и самой ее к себе, и окружающих людей к ней и к ее ребенку с огромным почтением, благоговением. И мне бы очень хотелось вернуть такое отношение ко всем беременным женщинам, ко всем роженицам, и со стороны окружающих, и со стороны медперсонала, если они рожают в родовых отделениях, с такой трепетом и опаской навредить чем-то ей своими действиями, да, потому что главное вот в таких мягких, спокойных родах – это не вмешательство, естественный природный процесс, чтобы женщина могла максимально расслабиться, отдаться этому процессу, и тогда, когда она не напрягается, когда она не в страхе, не зажата, и ничто не вмешивается в этот процесс, но все намного происходит мягче и легче. Это первая часть была ответа на твой вопрос. Да, второе, я сама мама 4 детей, 3 из которых рожала дома, 2 уже в своем родовом поместье, соло. Это когда без дополнительной помощи женщина рожает абсолютно сама. Первый раз только в присутствии мужа, второй раз он был только когда уже надо было ловить ребенка. Вот, то есть вот такой опыт у меня. После первых родов в роддоме, когда я получила да, такой стресс, шок, боль, и после чего было понятно, что больше я так не хочу, и потребовались знания, опыт, время для того, чтобы изменилось мое, в первую очередь, отношение к этому, и чтобы появился другой опыт. То есть, в первую очередь, чтобы дома рожать детей, это нужно психологически подготовиться, я так понимаю? Обязательно.
давай я буду использовать все-таки слово больше мягко и природно рожать, да. Это в любом случае подготовка, в первую очередь психологическая. Я делаю такое процентное соотношение, что 70% это именно психологическая подготовка женщины, 30% физическая, которая тоже очень важна. Вот, но в первую очередь акцент на психологию. Потому что у нас очень много страхов, у нас очень много уже навязанных нам сценариев, программ о том, что роды это страшно, о том, что это больно, о том, что это обязательно какие-то патологии, что, ну, я думаю, что многие знают и слышали эти страшилки с самого детства, когда молодые девочки даже уже и не хотят рожать, а если и рожать, то только чтобы сделали или эпидуралку, или анестезию, или там кесарево, чтобы, ну, по незнанию думают, что вот они заснут, проснутся, и все будет хорошо, вот, легко. Вот. А вот что ты посоветуешь вот по поводу психологической подготовки? Как вот готовиться? Ну, обязательно идти кому-то на обучение, кто в вашем поле, кто вам откликается по сердцу, к людям, у которых есть такой опыт. Вот в первую очередь я бы обращала внимание на опыт, да, потому что при женских консультациях в больницах тоже обучают рожать, но как именно рожать? То есть быть ведомой, когда за тебя все знает доктор, что тебе делать, и тобой руководит, да, и ты, выполняя как бы эти условия, и ложишься потом горизонтально на спину, на потугах, что самой нефизиологичной позой является для рождения ребенка, от чего трудно и самой женщине родиться, и ребенку сложнее, и так по каждому пункту, да, вот. И умеют ли сами врачи рожать мягко, природно, без вмешательств, без разрывов? Вот в чем вопрос, да. И поэтому, конечно, для меня в первую очередь важен опыт людей, которые этому обучают. Мы тоже в том числе проводим такие обучающие курсы. Вот прямо сейчас идет второй поток набора студентов, слушателей, будущих родителей, настоящих родителей, которым важно как раз вот узнать это все, весь этот процесс подготовки. И я большой акцент делаю на подготовку еще до зачатия, до сознательного зачатия, потому что и веды про это говорят, о том, что роды – это больше психологический процесс, не только рода, а и зачатие, и беременность. И от того, в каком мы находимся состоянии, как мы относимся к этому, в принципе, процессу, зависит потом и сам исход родов. То есть что у нас получится. И именно мы, родители, ответственны за то, что будет происходить. Поэтому подготовку я вижу в первую очередь в обучении. Когда я 24 года назад первый раз только вот искала такие знания, удивительно, тогда ведь не было даже интернета, но когда ты действительно ищешь, на каждого ученика находится и учитель. Да, это было для меня открытием, но, как оказалось, даже рядом с нами уже тогда шли курсы по подготовке к домашним родам. Нам встретилась на пути, ну, очень удивительная женщина, домашняя акушерка, которая перевернула полностью мое мировоззрение относительно родов. Мы занимались в группе, где также были уже пары. И что самое главное, мы ходили на общие встречи, там у нас были подготовка в бане, в сауне, в бассейне, где мы встречались с парами, которые уже прошли этот опыт. И когда можно было наглядно увидеть разницу, когда даже там в 5 дней только после рождения ребеночка приходит пара семейная уже с этим малышиком вот в бассейн заниматься, я в первую очередь смотрела на состояние женщины, насколько отличалось оно от того, когда вот я первый раз рожала в роддоме, что еще потом месяц отходила физически, потому что после того всего, что там ну, было проделано, я не могла разогнуться. Элементарно мне не хватало дыхания, грудная клетка была полностью, ну, как бы вот скукоженная, все. Настолько было больно садиться
долго невозможно было. И только когда ты уже сам прошел этот путь, родила нормально, спокойно, ты в первый же день уже готова, не знаю, там скакать, прыгать, покорять вершины и кричать на весь мир о том, что рожать можно по-другому. Вот, и это абсолютно доступно каждой при соответствующей подготовке. В первую очередь, да, изменение сознания, изменение своего подхода к этому. Ответила я на твой вопрос? Да, благодарю, Татьяна. А вот ты сказала, что подготовка к родам начинается до зачатия еще. А вот что ты именно такое бы, ну, 3 самые важные вещи, подготовка до зачатия, на что бы обратить внимание будущим родителям? Да, я за то, чтобы зачатие было сознательным, когда пара действительно ждет ребенка, готовится к этому, когда дети начинаются не в пьяном угаре, да, или там не по залету, а когда душу приглашают в семью. Опыт большого количества женщин, в поле которых я нахожусь, и мы общаемся очень много, и которые приходят на наш курс как соведущими, делятся своим опытом. Да, этот опыт показывает о том, что именно когда ребенок начинается сознательно, и беременность, и роды происходят максимально легко. Подготовка к сознательному зачатию – это и очищение партнеров как физически, так и ментально тоже. Это и работа с телом, когда мы готовим наши тела к зачатию, а женщина еще и к беременности, и к родам, потому что для женщины роды – это, я бы так назвала, не побоюсь этого слова, экзамен, наиважнейший экзамен в жизни перед своим родом, перед самой собой, насколько ты подготовишься и физически, и ментально, настолько ты легко сможешь новую душу провести. И это очень важно, и это ответственность женщины в том числе. Поэтому мы готовим тело свое очищением, физическими нагрузками, переходом на более живое питание, которое дает энергию, не забирает его, а напитывает наше тело и питает плоть потом не только матери, но и ребенка. Мужчина точно так же готовит свое тело к тому, чтобы его семя было максимально энергетичным, заряженным, сильным, потому что, ну, мы же все генетику проходили хотя бы хоть чуть-чуть в школе, да, а те, кто живут на Земле, тем более знают, что насколько было сильное семя, от того зависит, какой у тебя будет урожай, да, или это какие-то там семена слабенькие, но, соответственно, и вырастет такое же. Вот, и когда мы только уже потом по собиранию плодов видим, что же мы посеяли на самом деле. Вот, поэтому подготовка физического тела и, конечно же, уже даже на этом этапе подготовка на каких-то или курсах, или, ну, чтение литературы на эту тему. Там дальше уже пара сама выбирает. Для меня очень важно, чтобы пара еще до зачатия сразу уже планировала, где будет происходить беременность и сами роды, то есть подготовить пространство. Ну, читатели книг Мегре знают об этом, не знаю, стоит ли об этом повторяться. Это наиважнейший момент, как будет, в каких условиях протекать беременность женщины и последующие роды. То есть это надо думать об этом уже на момент подготовки к зачатию. Вот это уже, я считаю, экзамен пары перед своим родом, куда включается, конечно же, ну, большая работа со стороны мужчины для того, чтобы подготовить это пространство. Это не только дом, это живое пространство, где женщине будет хорошо. Я помню, что когда мы переехали вот на свой уже участок, свое поместье, и готовились к третьему ребенку, те, кто рожал, особенно там в домашних родах, женщины знают, что есть такой период во время беременности, называется период гнездования, когда у женщин, чем ближе к родам, включается ну, просто неимоверные силы, энергии на то, чтобы преобразить до максимального совершенства пространство вокруг себя. И когда мы еще, например, жили в городе, то этот эффект гнездования у меня лично, например, ну и у многих женщин, он заключается в том, чтобы навести там максимальный порядок в доме, ремонт сделать, вычищать такие углы, там, которых могли даже не замечаться
там в обычной жизни, то есть новую мебель, то есть все должно быть просто, ну, вау, да, то есть чисто, красиво, уютно, максимально комфортно. Вот она готовит себя к этому, к родам, такое пространство. А когда ты переезжаешь на землю, и вот у тебя свое поместье, то вот лично у меня это заключалось вот в период беременности, период гнездования в том, что мне хотелось максимально много успеть досадить до рождения ребенка. И это просто ежедневные посадки. Я там с большим уже животиком ходила с тачками в ближайший лес, накапывать саженцы, вот так вот нон-стоп каждый день. Вот, да. И, конечно, потом, когда роды уже происходят, особенно когда это роды на своей земле, это просто что-то неимоверное, когда у тебя есть возможность выйти как раз уже в это свое пространство, и ты получаешь такую сильную подпитку, такую сильную поддержку от того пространства, в котором ты как раз вы с мужем, с детками, если вот как в моем случае было старше, уже были, столько много вложили туда сил, энергии, ожидая малыша. И вот эта вся отдача, она идет как раз женщине в родах. Это просто невозможно описать словами, передать. Это меня могут понять только те женщины, кто это испытал. Это просто невообразимо. Когда ты в этом пространстве жил эти 9 месяцев, да, ты максимально спокойно, потому что на тебя не давит вот этот информационный фон городской, особенно женских консультаций, когда тебя, не знаю, как это у них работает, но, короче, беременная женщина, да, вот в медицинских учреждениях это какой-то оплот просто всевозможных давлений на нее со всех сторон. И такое ощущение, как будто ты во всем провинилась, во всем, что только можно. Там не добрала вес плохо, перебрала вес плохо, там такие показатели плохо, такие тоже плохо, а тут ты еще плохая мать, потому что, например, там не ешь мясо, тут ты плохая, потому что там еще что-то. И я просто помню каждое посещение женские консультации, особенно в первую беременность, когда я еще вообще мало об этом что знала, ты выходишь просто в каком-то стрессе, страхе. Боже, я не выношу этого ребенка, там будет что-то очень плохое, там угроза срыва, хотя потом идешь на УЗИ, по УЗИ все нормально. Ну, короче, вот в таком процессе живут женщины в большинстве своем случаев вот в городских условиях, которые, ну, и еще с определенным подходом, да, когда они не знают другого пути. И свое пространство, конечно, это все снимает, потому что если убрать вот этот информационный шум, вот эти все страшилки, пугалки, а особенно еще там людей, которые любят об этом всем рассказывать. Вот я на своих курсах как раз об этом говорю, что один из элементов подготовки к спокойной беременности и родам, это вот в том числе ограничить свой круг общения людьми, которые с позитивным подходом к жизни, в принципе, и которые не будут тебя всем, чем только возможно, пугать, в том числе там новостями и рассказами, а вот та родила так-то, боже, что там было, не дай бог у тебя. Вот. И пространство, особенно вот родовое поместье, которое гектар, да, где ты даже от соседей настолько отдален, особенно когда деревья уже поднимаются, ты можешь полностью уединиться и вообще ни с кем не общаться, ну, по желанию, естественно. Вот у меня в беременности это очень сильно проявляется всегда, когда я хочу как бы в свою пещеру, да, вот в свое гнездо, и только им заниматься, готовя его к своему малышу, и малыша готовя к этому пространству. Это действительно наилучшее, что только можно придумать, и наилучший старт, который могут родители дать для своего ребенка. Спокойную, благостную беременность, спокойные, благостные роды. Потому что от того, как рождаются наши дети, мы сами, от того, как мы сами рождались в свое время, зависит очень многое. Об этом говорят и психологи, и специалисты, которые работают с подсознанием. Роды действительно влияют на жизненный путь человека, на его модели поведения, на его реакции на те или иные события. Это очень глубокая тема, которая требует еще большего осветления в обществе. То есть, получается, с момента подготовки к родам, зачатия, вынашивания уже формируется судьба, характер ребенка. Безусловно. И это, если вы помните, так как описывалась Анастасия, да, именно отец
влияет на вот это формирование духа, в первую очередь, что роль его подобна Богу. Именно в этом. Естественно, мы, мужчины и женщины, у нас разные задачи в этом плане. И именно с момента зачатия, а еще, когда еще и готовятся к сознательному зачатию, когда уже думают о том, да, вот какого плана набора качеств характера они бы хотели, чтобы пришел ребенок, с каким набором своих талантов. Это же потом уже многие родители могут это подтвердить, что это реально потом все проявляется в этом ребеночке. Когда действительно сильная мысль у родителей, вот о чем-то они очень-очень сильно хотели бы, чтобы был такой ребеночек. И мой опыт лично, и большого количества мамочек, с кем мы вот общаемся, они это все потом подтверждают. Все начинается, да, с нашей головы, с наших мыслей, с наших желаний. Поэтому очень важно женщине, паре, мужчине, который рядом с ним, максимально находиться в благостных энергиях и период подготовки к зачатию, всю беременность, ну и, естественно, и потом тоже. Да, я тоже так слышала, одна знакомая рассказывала, ну как вот в Библии сказано, человек рождается по образу и подобию Создателя, и вот висел плакат на двери ребенка, и она постоянно представляла, что хочет вот такого ребенка, ну понравился ей образ этого ребенка, но она не хотела, чтобы у него были срочные пальцы на ногах, как у нее. И то, что она не хотела, она мысленно закладывала этот образ, что вот срочные пальцы она не хочет. У нее рождается ребенок такой, как на том плакате, и пальцы были срочные. То есть там надо было думать не то, что ты не хочешь, а наоборот то, что ты хочешь. Потому что ты мысленно закладывал образ, как должен выглядеть ребенок, и такой и рождается ребенок. И тут, я понимаю, важно, ну, такая позитивная психологическая подготовка, это то, чтобы настроиться на позитивный образ и самого зачатия, и самого вынашивания ребенка, и сами непосредственно роды. Когда человек расслаблен, спокоен, то все более проходит оно в мягком таком благостном состоянии, как ты говоришь. А вот ты говорила, ментальная подготовка. Это просто позитивный настрой или там еще какие-то особенности ментальной подготовки к родам? Конечно, особенности, потому что каждый из нас уже имеет какой-то свой опыт, и не только данного воплощения, но и прошлого, и блоки по родовым системам какие-то. У каждого на нас большой багаж, да, с чем мы приходим в новую семью свою, которую мы создаем. У нас есть какие-то свои страхи, у нас есть какие-то свои предположения, да, какие-то блоки даже, которые мы сами себе ставим. И со всем этим очень важно разобраться, проработать даже отношения между парой, отношения с родителями, отношения по роду. Все это имеет будущее влияние и на роды, и на беременность, и на малыша, который приходит. И задача родителей как раз это все прочистить. Ну, например, в нашем курсе, который мы ведем 4 месяца, 2 месяца как раз идет на вот эту работу с подсознанием. У нас есть разные приглашенные специалисты, которые с разных сторон заходим и работаем со страхами, с предыдущим негативным опытом родов, у кого был. Даже свои роды очень важно вспомнить, как ты рождался. Ну, и понятно, что мы, например, поколение, там, родившееся в Советском Союзе, у нас был один сценарий практически у всех, да, родов. И очень важно у родителей, у мамы, если она еще жива, узнать, как проходили роды. И вообще, как происходило зачатие, в каких энергиях, в каких эмоциях она жила во время беременности, какие были взаимоотношения с отцом, в принципе, сами роды. И просто практически у всех нашего поколения это настолько болезненное, украинское забыла уже как по-русски, болезненные воспоминания, то, что у нас уже в подсознании отложено, и то, что может фонить в наших родах.
И это все надо обязательно проработать, достать, осознать, простить, отпустить, да, как бы, да, этот опыт нам был нужен для того, чтобы мы сегодняшние для своих детей, уже имея тот опыт за плечами, уже могли дать наилучший. Что мы не хотим такого повторения, когда детей забирали там, даже до 3 лет, до 3 дней не давали матери, они лежали в это время где-то отдельно, пуповина перерезалась сразу, сколько выдавливаний, сколько боли, мучений, это же все сказывается на самом ребенке. То есть еще 100 лет назад уже первые люди, специалисты, кто не боялся этого высказывать вслух, уже тогда говорили о том, что ребенок в утробе — это уже личность, это уже душа, которая все чувствует, все понимает. И в родах сложнее всего именно ему, малышу, потому что для него это новый совершенно опыт. И этот опыт, который потом будет влиять на всю жизнь, потому что первый опыт, он всегда импринтинговый, то есть тот, который откладывается в памяти, как на жестком диске, и имеет последующее влияние на всю жизнь человека. То есть, получается, как тебя родили, то ты предполагаешь, что ты также будешь рожать своего ребенка. Вот это имеется в виду, да? Нет, имеется в виду, что как тебя родили, очень важно проработать, если это был не очень хороший опыт. Не обязательно ты прям так же повторишь, но имея страхи, они же так или иначе были заложены в нашем рождении, боль. Есть такие техники у современных психологов, я сама их проходила, когда как раз прорабатывала перед своими первыми домашними родами свой опыт рождения и негативный предыдущий опыт своих первых родов. Практики, они разные на самом деле есть. Мы проходили через ребёфинг, когда через погружение в определенное состояние сознания ты заново проживаешь свое рождение. Это делают, да, разными техниками, но это было неимоверное количество слез. Вот я лично сейчас свои расскажу переживания. Это было так страшно, это было так больно, это было невероятно какое-то, знаете, такое вот ощущение отчаяния, потому что я помню это ощущение, когда вот ты был до сих пор там вот в каком-то таком вот блаженстве, ощущение, когда ты вот с мамой на одном волне, там, у тебя все хорошо, начинаются схватки, ты не понимаешь, что происходит, на тебя начинают давить со всех сторон, тебя сжимает, стыкает, да, со всех сторон, и что-то с тобой происходит, и с мамой связь уже потеряна, ее нет рядом. Когда я узнавала, как проходили роды у моей мамы, то есть как рождалась я, она мне рассказывала, что да, ее тоже кололи окситоцином, а окситоцин — это в первую искусственный именно окситоцин, он в первую очередь перерывает вот эту связь матери с ребенком. Любые искусственные вмешательства в роды, когда нам колят и окситоцин, и эпидуралку, и анестезию, если делается кесарев разрез, то теряется в первую очередь связь с мамой ребенка. Все, он вообще один оказывается, он в полном непонимании, что происходит. Это ощущение ужаса, страха. И в наших родах, когда нас рождали наши матери, тогда еще как только ребенок, нас выдавливали в неудобных позах для мамы, мы рождались горизонтально, с самой неудобной физиологической позе. Маму могли делать эписотомию, то есть разрезы, разрывы. Маме было очень больно. Это все ощущает ребенок. И потом сразу же перерезание пуповины, а когда это происходит моментально, сразу после родов, это шок. Это реальный шок для ребенка, потому что происходит даже обжигание легких от того, что он еще не успел перейти на дыхание самостоятельно. Да, это происходит плавно. Вот, например, в домашних родах мы же это делаем не сразу, через несколько часов, когда еще пуповина отпульсирует, перейдет треть крови ребенка из пуповины перейдет, которая ему очень важна, очень нужна. Вот. И мы все это прожили. И оно отложилось. То есть вот это состояние паники, состояние страха, оно... И, естественно, если это не проработать, то это состояние паники и страха, оно реально может возникнуть уже в наших родах. У меня так и было. Спасибо, Татьяна. Действительно важно, я так понял, для себя проработать свой прошлый негативный опыт, боль, страх, чтобы при родах
ну, не спазмироваться, не испугаться и не напугать ребенка. То есть, я так понимаю, важно установить контакт благости со своим ребенком, его призывать, приглашать появиться на этот свет, чтобы у него тоже были благостное состояние и не передать ему этот страх, который может его напугать и повлиять на его дальнейшую жизнь. Я понимаю, что в зависимости от того, насколько были мягкие или не мягкие роды, такая у него будет и жизнь в дальнейшем. Что если было много боли в родах, то он будет бояться жить или бояться людей, или еще что-то бояться из-за того, что роды не были настолько благостными. Есть целая наука, перинатальная психология, как раз которая очень глубоко изучает вот это влияние и беременности, и родов на последующие жизненные модели поведения человека. Когда происходило кесарево вмешательство, когда, если было обвитие, то есть и всему этому есть причина, в первую очередь психологическая. Это очень большая тема для разговора. У нас целый урок в курсе посвящен именно этой тематике. Это действительно очень глубоко. И это важные вещи, которые надо знать всем родителям в будущем. А вот что бы ты, вот, на чем бы акцентировала внимание, вот, ну, те люди, которые будут нас смотреть, вот к чему готовиться или на что направить свое внимание, чтобы роды были более мягкие? На состояние. Состояние женщины и, конечно, состояние мужчины, потому что она в этот момент, в момент родов наиболее уязвима, наиболее беззащитна сама, да, потому что она входит в поток, где она уже ничего не контролирует. И от мужчины очень важно держать вот этот внешний круг вокруг своей женщины, да, чтобы ее ничего не пугало, ничего не отвлекало, чтобы не было никаких посторонних вмешательств. У нас, например, я помню свои роды первые домашние именно в пространстве нашем. Я гуляла в схватке по поместью и вижу, что у нас тогда еще не очень высокие деревья были, и вижу, что к нам идет в гости соседка. И я понимаю, что я не хочу сейчас никого видеть, но это мне и не нужно. И прошу мужа, пожалуйста, границы нашего сейчас пространства должны быть без посторонних людей. Вот. Это задача мужчины — держать это пространство вокруг своей женщины, чтобы она максимально расслабилась. Вот это самая главная задача женщины и людей, которые с ней рядом, дать ей максимально расслабиться. Она все сделает сама. На самом деле, действительно, ей не нужна помощь, когда она расслаблена, когда у нее состояние благости, да, когда она понимает, что происходит, отдается этому процессу спокойно и всегда, да, и держит связь со своим малышом. Когда она на связи со своим родом, это тоже дает свое пространство очень сильно, особенно когда готовятся к рождению, когда это тоже очень одна из глубоких тем, проработать в том числе по роду моменты, да, которые также могли фонить на рождение новых детей, то есть проработать отношения с бабушками, дедушками, с родителями. Если какие-то ссоры, конфликты по роду идут, это обязательно надо это все разобрать до родов. Желательно еще до зачатия, чтобы ничего этого не тянуть с собой. Ну да, получается, можно даже попросить помощь своего рода мысленно, чтобы помогли и проработать все вот эти негативные страхи и ситуации, а также чтобы сами роды мягко прошли. И вот такой вопрос. В зависимости от того, как прошли роды, такая будет дальнейшая судьба ребенка. А вот ты замечала, насколько вот это влияет на способности ребенка, на его развитие, вот как прошли роды? Конечно, это очень заметно. И по своему опыту, и по многих людей. Когда самый первый, получается, старт, который получает человек в этом новом мире без насилия, без агрессии. Об этом даже Мишель Аден как-то так хорошо сказал. Мишель Аден — это достаточно известный
наших кругах, кто связан с домашним рождением, человек, он сказал так, что люди, рожденные мягко, ну, он говорил просто про природные роды, не обязательно домашние, это можно сделать и в других условиях, тоже создать такое пространство любви вокруг женщины, вокруг пары, что дети, рожденные таким образом, они несут любовь в мир. Вот действительно просто собой. Они исцеляют Землю, исцеляют планету, потому что у них нет вот этого опыта, сценария агрессии и насилия, который получает ребенок при других условиях рождения. То есть, если при родах, ну и в процессе вынашивания ты дарил своему ребенку, также будет продолжать дарить любовь миру. Да? Конечно, очень много все равно так или иначе зависит от будущего воспитания. Да? Нельзя сказать, что только роды дают уже как бы все дальнейшее будущее ребенку. Нет, конечно, это ежедневный труд родителей между собой в первую очередь отношения, потому что ребенок считывает все, как мама, папа между собой делает, и с детьми, и с окружающими. Это воспитание детей, это воспитание нас самих, да, вы все это знаете. Так что, да, это очень интересный опыт на Земле, на нашей Вселенной. Изменение себя для того, чтобы изменился мир. Как на ваши курсы можно записаться или узнать за них? Да, на моих страничках есть вся информация. Находите меня в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе, в Телеграм-канале. Можно писать мне в личные сообщения. Я всем обязательно отвечаю. На все комментарии читаю. Пишите, приходите. Я очень радею за то, чтобы максимальное количество детей рождались мягко, природно, потому что это наше будущее, да, тот мир, в котором мы будем жить завтра. 16 июня мы делаем фестиваль сознательного родительства офлайн в Киеве, куда я приглашаю всех желающих родителей, как настоящих, так и будущих, которые только готовятся к зачатию. Фестиваль будет происходить в Киеве, в Гидропарке, арт-кафе «Скворечник». Будет с часу дня, и там как раз будут ведущие этого фестиваля, это ведущие нашего курса про мягкие роды, где мы как раз будем делиться нашими лекциями, нашими практиками. Вы сможете вживую с нами пообщаться, услышать ответы на все ваши вопросы, если они у вас есть, просто побыть в поле родителей. Очень много знакомых туда едет как раз с опытом мягкого рождения своих детей, поэтому кто здесь находится, где-то рядом, приезжайте. Будем рады видеть. И действительно, вот в зависимости от того, насколько роды были мягкие или не очень, ты и твой ребенок будут чувствовать себя счастливо, в безопасности и, скажем, насколько будешь ты радоваться этому миру. Я бы так сказала, что это не обязательно все это, но это важный фундамент для старта. Потому что, конечно, от дальнейшего развития, дальнейшего образования ребенка тоже очень много зависит, да, в каком он будет поле расти, имеется в виду в поле каких людей, да, кто будет иметь на него влияние. Но это действительно очень важный фундамент, который могут дать родители для своего малыша на всю будущую его жизнь.